Здравствуй, наш необъятный союз! В качестве эксклюзивного видео мы обсудим самые шокирующие гипотезы, которые мы проверим классическими фактами. Просто Company – это отсталая по меркам SSDK страна с плохим качеством и ужасными идеями для видео. Чтобы разгадать загадку, нам нужно вначале посмотреть на символ Просто Company. Вначале мы видим непримечательную розу, но если знать историю, то можно понять, что роза является символом социал-демократии. Социал-демократия – идея SSDK. Совпадение? Не думаю. Что это? Это очень просто. Как уже сказали наши коллеги, миром правят иллюминаты, а то есть SSDK ставит условия существованию Просто Company. Чтобы разобраться, вначале надо понять, как появилась Просто Company. День основания Просто Company 7 декабря. Непримечательная дата на первый взгляд, но если найти информацию в интернете, то можно узнать, что именно в этот день 1941 года, 7 декабря, Японская империя беспощадно напала без объявления войны на США. Наши эксперты сравнили Просто Company с Японской империей времен Второй мировой и выяснили интересные и удивительные факты. Японская империя и Просто Company – страны, которые не знают бунтов против властителей. Происходит это потому, что император Японии и Джоджо-религия представляют богов, и восстание против властителей означает богохульство, что крайне неприемлемо для жожных донайковцев и набожных японцев. Ну что, думаете, это все сходства? Как бы не так. В Просто Company, так же как и Японская империя, часто использовались в качестве рабочего ресурса рабы. В Японии китайцы, а в Просто Company нищие слои населения. Чтобы не обидеть такую великую нацию, как Япония, хочу отметить одно важное отличие. Это любовь японцев к труду и качеству. То, что нельзя сказать Просто Company. До сих пор думаете, что это все не обосновано? Ну что, пойдем дальше. Когда появился SSDK? 2 октября. 2. 7 минус 2 равно 5. 5 июля, день рождения Глюб. Глюб, что мы о нем знаем? Учитель, коммунист. Но это не важно. Глюб один из основателей SSDK. Сколько их? 3. Столько же, сколько и углов. Углов треугольника. Стоп. 3 угла, как и у иллюминатов. Ясно. Теперь все ясно. SSDK и правда иллюминаты. Но мы не заканчиваем на этом. А сейчас встречайте нашего эксперта по JoJo. Он расскажет все тайны, которые он смог найти в этом аниме-сериале, которые связаны с Просто Company. Когда я услышал эти факты, я был шокирован. Мы знаем, в 7 серии JoJo умер Цеппели. Цеппели был недолгим другом JoJo и помог ему обрести силу. Он еще итальянец. Кто еще итальянец? Джорно. Чей он сын? Дио. Кто же Дио? Он вампир. Самый известный вампир. Дракула. Сколько букв в слове Дракула? 7. Если вы до сих пор не верите, то вот вам железные доказательства. В 3 сезоне Джоджо с его друзьями отправились в Египет, чтобы одолеть Дио. Кто еще правил Египтом? Фараоны. Сколько букв в слове фараоны? 7. Вот вам все доказательства. А если вы до сих пор не верите, то что находится в Египте? Пирамиды. На что же пирамиды похожи? Правильно, на иллюминатов. 7. В их видео они оклеветали SSDK. 7 додиков коммунизма. Не состыковочка, нас 3, как и углов треугольника, но не будем на этом зацикливаться. Кого еще 7? Мы провели частное расследование с КГБ и узнали, что в Просто Company есть 7 людей. И опять эта цифра. Значит, Просто Company пытается запутать мозги миру. Что мы узнали? А то, что именно Просто Company является 7 додиками не-коммунистами, возможно, будущими. Ну и последний факт. На сегодня также 7. Сколько и додиков Просто Company? Минус 3 человека из SSDK, то есть 7 минус 3 равно 4. 4. 4 ноября. В этот день произошла ноябрьская революция в Германии. Какая причина? Совпадение. Монархическая Германия, то есть Германская империя, проиграла в Первую мировую войну. И от недовольства рабочих монарху пришлось бежать из страны. Теперь у нас достаточно обоснований. Вывод: скоро монархия в Просто Company падет. Теперь соединяем все наши догадки. Начнем с символа Просто Company. Роза – символ социал-демократии. И 4 ноября, то есть монархическая идея пойдет. И иллюминаты, а то есть SSDK, которые
приближает просто Company к коммунизму, скоро добьются своего.